Угу. Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Всем, кто смотрит это видео первый раз, пожалуйста, устраивайтесь поудобнее. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Нажимайте кнопку «Поделиться» со всеми друзьями и знакомыми. Пересылайте это видео по электронной почте, по социальным мессенджерам. Сегодня ваши знакомые посмотрят это видео. Завтра вы можете это видео обсудить, узнать, что здесь есть много полезного, интересного и применимого для вашей жизни. А я сейчас озвучиваю тему сегодняшнего видео. Тема сегодняшнего видео – как жить дольше всех в мире. Основные правила долголетия. Это видео войдет в плейлист «Февраль», и примерно раз в полгода мы будем возвращаться к теме долголетия, потому что миссия колеса жизненного баланса Long Swim – это профессиональное и личное долголетие. Почему эта тема актуальна во все времена и будет актуальна еще довольно долгое продолжительное время, я сейчас постараюсь пояснить. Итак, кто первый раз услышал о колесе жизненного баланса, я в двух словах попытаюсь вас ввести в это понятие. Колесо жизненного баланса Long Swim представляет собой круг, который разделен на 8 сфер. Многие говорят, что это правильно геометрический это сектор. Мы в своей терминологии называем это сфера жизни. Эти 8 сфер жизни отражают все многообразие нашей жизни, и их вполне достаточно для того, чтобы вы по каждой сфере поставили себе очень важные для вас планы на год, стремились в течение года реализовать эти планы. И колесо жизненного баланса Long Swim, оно выполняет самую главную задачу. Вы во всем многообразии жизни, в каждой сфере делаете какие-то свои краткосрочные достижения, долгосрочные достижения, и в вашей жизни уже будет происходить только то, что вы запланировали. Итак, я перечислю сейчас все сферы, и потом мы вернемся к долголетию. Итак, первая сфера – это отношения и семья, яркость жизни, духовный рост и творчество, карьера и бизнес, деньги, личностный рост, здоровье и спорт, друзья и окружение. Все перечисленные сферы, они связаны с долголетием. Я начну с небольшой справочки. Провели небольшое исследование, очень известные учреждения, и выяснилась следующая деталь. На продолжительность жизни долгожителей влияет следующие параметры. В первую очередь это генетика 20%, второе это экология 20%, уровень жизни, то есть насколько вы обеспечены, насколько вы имеете в своем распоряжении те ресурсы, которые можете воспользоваться, это 10%. И самое важное, что влияет на долголетие, это образ жизни, занимает почетное место 50%. Таким образом, мы имеем общую научную основу для долголетия, то есть от образа жизни зависит то, сколько мы будем жить. Если у кого есть какие-то источники научные, инфографика, более точные цифры, пожалуйста, пишите в комментариях. Для нас это всегда полезная информация. Думаю, и для всех, кто смотрит этот YouTube-канал, будет интересно узнать, что темой долголетия интересуются очень многие учреждения, тема долголетия популярна в разных странах, и те, кому сейчас 18-25 лет, и потихонечку тоже задумываются о своем, как минимум, профессиональном долголетии. Итак, давайте попытаемся развернуть тему долголетия более подробно. Для мужчин в колесе жизненного баланса две сферы являются очень важными. Это сфера карьера и бизнес и сфера друзья и окружение. Именно в сфере профессиональной мужчина больше всего получает возможности реализоваться. Это желание построить собственный бизнес или желание построить хорошую карьеру. Для мужчины очень важным являются его друзья и окружение. В этом разница между колесом жизненного баланса мужчины и женщины. Для женщины сферы, которые очень сильно влияют на долголетие, это сфера яркость жизни, духовный рост и творчество, сфера личностный рост и здоровье и спорт. У женщин, ввиду того, что они задействуют больше сфер, гораздо больше возможностей для своего личного долголетия. Они также успешно могут реализовывать себя в профессиональной среде, но большинство женщин не считают это каким-то очень сильным приоритетом.
это преимущество в основном остается у мужчин. Для тех, кто смотрит видео о колесе жизненного баланса первый раз, я хочу напомнить, что если приоритет в долголетии у мужчин связан с двумя сферами: карьера и бизнес, друзья и окружение. В сфере карьера и бизнес у нас упор делается на действия. В сфере друзья и окружение мы задействуем нашу эмоциональную часть. Это больше сфера, связанная с эмоциями. Это эмоции поддержки, это эмоции взаимопомощи и другие положительные эмоции, которые для мужчины являются таким вот вспомогательным фактором. Для женщины яркость жизни, духовный рост и творчество – это сфера эмоций, то есть для них важны жизненные принципы, которые являются для них приоритетными. И яркость жизни – это та сфера жизни, в которой они распределяют свое время. Вот если в яркости жизни у женщины время распределено правильно, в каждой сфере жизни выделено столько времени, сколько необходимо в жизни женщины, получается грандиозный и значительный успех. Сфера здоровья и спорт ввиду состояние женщины после 50 лет, оно очень сильно меняется, поэтому женщинам очень рекомендую на сферу своего здоровья и спорт всегда уделять достаточное и необходимое время, чтобы вот именно для личного долголетия запас прочности по здоровью был максимальным. Сфера личностный рост, почему играет важную роль? Женщина в сфере личностного роста может получать все необходимые знания. Мы рекомендуем один раз в 10 лет заниматься новым хобби, один раз в 10 лет пробовать новый вид спорта, чередовать и командные виды спорта, и одиночные виды спорта, чтобы у вас появлялось больше возможностей для поиска единомышленников. Итак, канал Long Swim, он посвящен именно поиску единомышленников, то есть тех людей, которые будут поддерживать вас и одобрять ваши действия, потому что у вас общие жизненные ценности, и поиск единомышленников позволяет вам реализовать свои цели с гораздо меньшими усилиями. Итак, я хочу вас еще раз напомнить, что для того, чтобы прожить долгую, счастливую, профессиональную или личную жизнь, нужно помнить о двух принципах. Да? С чего начать, с чего можно достичь, и, собственно говоря, поиск единомышленников. Поиск единомышленников в каждой сфере дает вам возможность приобщиться к той группе поддержки, которая будет всегда поддерживать вас во всех начинаниях. То есть в самом начале нового хобби, нового увлечения, новой работы всегда важно получить небольшую, но постоянную поддержку. По мере того, как ваша экспертиза растет, вам уже необходимо рассматривать наставничество именно со своей стороны, то есть поддерживать тех людей, которые попали в поле вашего жизненного пути, в поле вашей профессиональной деятельности. Если вы считаете, что этот человек достоин вашей поддержки, пожалуйста, переходите к наставничеству. Это даст вам удовлетворение от того, что ваш опыт не пропадает даром. Это дает возможность молодому поколению видеть у вас идеал профессиональной реализованности. То есть все взаимосвязано, некий вот круговорот и баланс между дать и взять. Поэтому мы сейчас пройдемся по каждой сфере колеса жизненного баланса и посмотрим, что у нас влияет на долголетие. Итак, первая сфера – это яркость жизни, это ваше умение распределять свое время, это умение находить баланс между работать и отдыхать, это ваш баланс между умением расходовать свою энергию рационально, экономно на те проекты, которые вы озвучили, и умение восстанавливаться в различных местах. В первую очередь вам нужно для себя решить вопрос сна, то есть именно крепкий сон дает вам очень быстрое восстановление. Второй вопрос, который вам необходимо решить, это найти место силы, где вы восстанавливаетесь больше всего. И по мере того, как вы формулируете свои жизненные принципы, вы реально понимаете, что вы становитесь уже тем источником силы для окружающих, потому что у вас энергетика настолько сильная, ее хватает не только на свои жизненные планы, но и на жизненные планы других людей. Итак, в сфере духовный рост и творчества очень важно не забывать о своих любимых занятиях, мы их называем хобби. Хобби дает вам возможность получить неимоверный восторг и перезагрузку головного мозга,
когда вы занимаетесь своими любимыми делами, вы получаете наслаждение от жизни, то есть у вас яркость жизни или там уровень счастья условно растет до бесконечности. Очень важно формулировать свои жизненные правила и жизненные ценности для окружающих, с тем, чтобы люди понимали, что вот эти жизненные ценности для вас очень важны, с этими жизненными ценностями важно считаться, и любой человек, который не разделяет ваши жизненные ценности, он должен для себя принять решение, то есть находиться в вашем ближайшем круге общения или ему проще уйти на более далекую дистанцию, потому что у вас жизненные принципы на данный момент не совпадают. В карьере и бизнес очень важно смотреть на особенность колеса жизненного баланса, то есть вы, работая на определенной работе один раз в год все равно просчитываете свой собственный бизнес. Это дает вам возможность понимать, что по мере того, как вы наберетесь нужных профессиональных навыков, можете попробовать себя в самостоятельном бизнесе или принять, на мой взгляд, достаточно простое решение совмещать работу и бизнес. Я считаю, что в нынешних условиях это вполне возможно и более целесообразно. Переходим к следующей сфере денег. Сфера деньги находится по диагонали в отношении и семья, и это означает, что вы можете сохранить и приумножить, что является ценным для вас. То есть в отношениях и семья вы реально понимаете, что вам вдвоем в жизни будет гораздо легче, чем поодиночке. В сфере денег вы накопленные деньги стараетесь приумножить, используя различные механизмы инвестирования. Колесо жизненного баланса LongSwim настоятельно рекомендует всегда продвигать свои товары, услуги, свою экспертизу, потому что это самые быстрые возвраты инвестиций, это всегда поиск новых заказчиков, и эта стратегия, я думаю, и в прошлые времена была наиболее эффективной, в настоящее время эффективной, и в будущем будет приносить свои соответствующие плоды. Вершина состояния 8-10 в сфере денег – это умение управлять чужими деньгами, используя только свою репутацию. То есть репутация является вашим нематериальным активом. Репутация означает, что вы приложите достаточно усилий, чтобы справиться с проектом, в которых много неизвестностей и много рисков. Поэтому и вам и доверяют этот проект, потому что никто не хочет рисковать собственной репутацией. В сфере личностного роста долголетие связано с тем, что вы на определенном пути в состоянии 0,4 поглощаете знания, в состоянии 4,8 вы на практике становитесь профессионалом, экспертом, асом применения тех или иных навыков, и в состоянии 8-10 вы приступаете к наставничеству. Часто по электронной почте задают вопрос, с какого возраста приступать к наставничеству. Я вам рекомендую к наставничеству приходить как можно раньше. То есть в возрасте 25 лет можете быть наставником, и в возрасте 35 лет можете быть наставником, и в возрасте 45 лет тоже можете быть наставником. Наставничество – это ваше осознанное решение делиться знаниями, передавать свой опыт. И наставничество для вас, оно гораздо более полезно, чем тем, кто этими знаниями воспользуется. В первую очередь, это структурирование всех ваших знаний. А второе, во время наставничества очень быстро выясняются те места, где вам нужно поднять свою экспертизу, набраться необходимых теоретических, практических знаний. И таким образом ни одна из сфер деятельности, кроме наставничества, не ведет к такому росту знаний. В сфере здоровья и спорт в состоянии 0,4 мы совсем не уделяем время своему здоровью. В состоянии 4,8 мы осознаем свое текущее состояние, понимаем, что для укрепления здоровья можем предпринять вполне осознанные решения. И еще раз говорю, что решение это всегда связано с планированием. Вот вы приняли своему здоровью, нужно уделить необходимое время, планируете это время через сферу яркость жизни, выводите свое здоровье на необходимый у вас уровень, и таким образом у вас сфера здоровья и спорт не выпадает. Многие почему-то считают, что если одна сфера выпадает, это ничего страшного, но вот в нашей жизни получается так, что если сфера
здоровье и спорт выпадает, все остальные планы в других сферах могут оказаться под очень большим вопросом. Поэтому в сфере здоровья уделяем всегда приоритетное внимание. Ну, после 30 лет это точно. Итак, друзья и окружение, как это связано с долголетием. Чем больше в нашем окружении людей, близких по нашим ценностям, чем больше людей среди нашего окружения, которые достигли определенных результатов, тем больше у нас шансов на долголетие. Если мы сейчас рассматриваем свое долголетие, я вам рекомендую в первую очередь рассмотреть свое окружение и понять, с какими людьми вам в окружении проще общаться, убрать из своего окружения людей, с которыми у вас не сложились отношения, ну, по разным причинам. Это токсичные по своей природе люди, это люди, имеющие кардинальную, отличную от вашей точки зрения. Это хорошо иметь свою точку зрения, но зачем вам тратить время, споря с этими людьми, если проходит как бы ваша жизнь, проходит ихняя жизнь. Миссия нашей жизни строить что-то такое полезное, приятное для своего окружения, ну, не обязательно вступать в грандиозные споры. Отношения и семья очень сильно связаны с долголетием. Наша задача в течение года со своим любимым человеком, любимым мужчиной и любимой женщиной постарается выстроить такие отношения, когда совместных планов становится все больше и больше. В начальном этапе отношений мужчина и женщина строят отдельно свои планы. По мере того, как вы понимаете, что совместное проживание, совместная деятельность несет вам больше пользы, больше выгоды, вы стараетесь строить как можно больше совместных планов. Если вы посмотрите другие видео в «Колесе жизненного баланса», вы поймете, что «Колесо жизненного баланса» Long Swim – это про совмещение своих планов, планов других людей. То есть всегда, если хорошо подумать, если хорошо спланировать, вы всегда найдете в реализации своих планов и чужих планов. Есть много общего, всегда можно найти точки соприкосновения, надо пробовать, делать попытки. Не всегда эти попытки будут удачными, но если вы договоритесь, результат будет как бы многообещающий, и он в 2-3 раза гораздо эффективнее, чем вы заранее планировали. Итак, зачем мы поднимаем тему долголетия? Тема долголетия связана с тем, что в отношении долголетия нужно выработать правильное мышление, потому что правильное мышление – наш главный союзник. 2 основных преимущества долголетия. Если мы понимаем, что жить мы будем долго и счастливо, тогда мы без опаски можем строить свои планы. В предыдущих видео я уже говорил, что некоторые планы, которые вы начинали в этом году, не получается закончить до 31 декабря этого года. Их можно плавно переносить на следующий год. Начав с чего-то малого и поняв грандиозность всей деятельности, вы можете эту деятельность переносить на следующий год. Ну и таким образом, используя вот такую систему планирования, как каскад, вы можете безбоязненно свои планы строить на ближайший год, на ближайшие 3 года, на ближайшие 5 лет. Еще раз напомню про состояние в колесе жизненного баланса. Состояние 0,4 – это нестабильное состояние. Состояние 4,8 – это стабильное состояние, и самое лучшее состояние, к которому нужно стремиться, это состояние 8-10. В состоянии 8-10 мы уже признаем как аксиому факт своего личного долголетия, профессионального долголетия, ищем варианты нестандартного использования своих знаний. В состоянии 4-8 мы реально понимаем, что те ситуации, которые у нас сложились в жизни, они требуют каких-то действий. Состояние 4-8 – это больше про действия. Состояние 0,4 мы застряем в своих эмоциях. Это тоже важно пережить это состояние, попробовать все его как бы нюансы. Как правило, состояние 0,4 ждет нас в начале профессионального пути. Мы полны сомнений, мы полны каких-то переживаний, но по мере того, как у нас начинает что-то получаться, мы переходим в состояние 4-8 и уже на один шаг ближе к долголетию. Итак, давайте рассмотрим, какая взаимосвязь между состоянием и долголетием. Люди в состоянии 0,4, они осознают, что они идут, к счастью, таким вот тернистым путем через сильные, глубокие эмоциональные переживания. 50% это могут быть переживания негативные, связанные с
каким-то стрессом, и 50% это большая, яркая радость. Но если мы берем количество времени, потраченное на переживание, и количество времени, задействованное на действие, мы начинаем понимать, что действия становится все меньше и меньше в процентном соотношении ко времени. То есть, если у нас в рабочем дне 8 часов, условно, 6 часов мы переживаем, долго думаем, начать это дело, не начать, и остальные 2 часа мы как бы действуем. В состоянии 4-8 мы, наоборот, 6 часов действуем, и 2 часа у нас остается на мелкие переживания или на большую радость. В состоянии 8-10 мы больше визионеры. Состояние визионера дает вам возможность идти интуитивным, кратчайшим путем. Мы по счастливому стечению обстоятельств не попадаем в неприятные ситуации, и состояние 8-10 связано с тем, что мы ближе к возможностям, то есть мы из любой ситуации находим возможность прийти к тому результату, который мы запланировали. Поэтому правильное мышление в долголетии, о долголетии в колесе жизненного баланса – это стремление к состоянию 8-10. Можно ли перейти из состояния 0,4 к режиму долголетия? Да, мы признаем состояние 0,4, что долголетие – это классная вещь, понимаем, что долголетие для нас связано с какими-то мучительными переживаниями, и из-за этого мы идем очень тернистой дорогой, то есть у нас каждый шаг – это фактически вызванное страдание. В состоянии 4-8 мы знаем свой путь, не обращаем внимания на преграды, доверяем своей интуиции и начертанному пути, и как бы приходим в точку с гораздо наименьшими потерями, чем состояние 0,4. В состоянии 8-10 мы уже прокладываем к цели различные маршруты, короткий маршрут, длинный маршрут, интересный, извилистый маршрут. То есть за нами остается выбор пути и выбор цели. Итак, что нам дает как бы профессиональное и личное долголетие? Профессиональное и личное долголетие дает нам возможность наслаждаться жизнью вместе с единомышленниками. Почему? Потому что в возрасте более 50 лет вы с интересом начнете замечать, что вы рядом с собой хотите видеть оптимистичных людей, которые радуются жизнью, и меньше вы хотите рядом с собой видеть людей, которые пострадали от этой жизни, которые находятся еще в каком-то постоянном поиске, то есть они еще как бы не настрадались вдоволь. Поэтому в возрасте 50 лет идет уже переоценка жизненных ценностей и перестройка своего ближайшего и дальнего окружения. Давайте поговорим сейчас немножко о профессиональном долголетии. Профессиональное долголетие означает то, что несмотря на ваш возраст, ваш жизненный опыт остается ценен для окружающих, поэтому я всегда вам напоминаю и хочу сказать, что преподавание – это один из элементов наставничества. Нужно всегда рассматривать вопрос, чтобы вы могли преподавать кому-то из ваших наследников, ваш опыт будет очень-очень лично полезен, или ваша манера преподавания будет для кого-то очень привлекательной, поэтому идите в наставничество, идите в преподавание, всегда ваш опыт будет полезным. Если мы говорим о профессиональном долголетии, постепенно ваш опыт, особенно структурированный опыт, будет полезный. Почему? Потому что на первоначальном этапе профессиональной деятельности большой упор делается на ваши навыки, то, что вы умеете делать руками. Чем больше у вас возраст профессиональной деятельности, чем больше у вас опыта, тем важнее ваши систематические или структурные знания. Почему? Потому что вы уже владелец некой методики. Наверняка в какой-то сфере каждый из вас является экспертом, поэтому я рекомендую структурировать свои знания, озвучивать свои знания, рассматривайте вопросы участия в различных конференциях, особенно отраслевых. Не стесняйтесь делиться своим опытом. Еще раз повторюсь, этот опыт очень важный для вас, потому что люди, послушав вас, специалисты вашей отрасли, послушав ваш опыт, примут какие-то очень важные решения, чтобы не повторять ваши ошибки, а могут и продолжить ваше дело, если вы открываете какую-то новую отрасль, новую специализацию. Чем интересная идея профессионального личного долголетия
для людей, которые находятся в возрасте 18-25 лет. Тема профессионального и личного долголетия, я считаю, должна преподаваться в вузах. Почему? Потому что любой студент, учащийся вуза, должен понимать, что в его отрасли есть своя философия построения карьеры, есть понимание, чем он будет полезен в начале карьеры как специалист, каких карьерных высот он может достичь. И второе, студент должен понимать, что у него есть профессиональное сообщество, где может он делиться своими знаниями, может понимать, что его опыт тоже может быть полезным. То есть создается некоторая профессиональная плодотворная среда, которая говорит о том, что мы можем в отрасли передовые технологии масштабировать до уровня студента. То есть уже обучаясь в ВУЗе, вы имеете доступ к самым передовым технологиям, получаете не только фундаментальные знания, но и передовые, условно, производственные знания, и какие они могут быть. Таким образом, в возрасте 18-25 лет воспитывается гибкость мышления, и эта гибкость мышления позволяет вам больше рассматривать возможности, опираясь на классический фундаментальный опыт теории, который есть в каждой отрасли, и рассматривать те возможности, которые дает нам научно-технический прогресс. Такая особенность мышления дает вам возможность меньше попадать в стресс, и даже если вы попали в стрессовую ситуацию, вы всегда можете найти гибкий и хороший опыт. Тем, кто смотрел это видео, пожалуйста, пишите в комментариях, что вам интересно еще раскрыть в сфере профессионального и личного долголетия. Те, кто автомобилисты, пожалуйста, делитесь своими знаниями. Можно ли говорить на тему профессионального и личного долголетия в дороге, в дальней дороге, в короткой дороге? Вообще, насколько эта тема актуальна? Что вы хотите о профессиональном и личном долголетии рассказать своим детям? Как вы хотите продолжить свою профессиональную династию? Все, что связано с долголетием, пожалуйста, пишите в комментариях. Мы эти темы постараемся разобрать, сделать по ним отдельное видео. Всем, кто смотрел это видео, пожалуйста, подписывайтесь на канал LongSwim, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, нажимайте кнопку «Поделиться», пересылайте это видео своим друзьям и знакомым по социальным мессенджерам, по электронной почте. Мы эту тему будем продвигать, раздвигать, делать дискуссии. А сейчас я вам всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. У вас все получится, я в вас верю.